Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 23 по 29 октября. Давайте узнаем подсказки карт. Но будем, конечно, реалистами, поскольку карты не расскажут о личной истории каждого из вас и об обстановке, в которой вы находитесь. Поэтому, где-то интуиция, да, наш верный подсказчик, образы карт помогут, я надеюсь, просчитать какую-то ситуацию, может быть, на пару шагов вперед. Ну или мы с вами проведем приятное время. И вот эта неделя окончания коридора затмений 28 октября. У нас будет лунное затмение в знаке зодиака Телец. А по Луне это какие-то неопределенности. Нет какой-то четкой картины еще. Что-то мы не просчитаем в любом случае наперед. Да и последующие месяцы до конца года в знаке зодиака Телец в ретро-движении будет как и Уран, так и Юпитер, мои дорогие. Поэтому как словно какой-то порядок, структура отстраивается по-другому, совершенно в каком-то другом ключе. Или мы говорим про Тельца. Это знак, который отвечает за благополучие, за взаимоотношения где-то. Венера, правящая планета, да. И вот как наши взаимоотношения, так, может быть, вопросы благосостояния нашего, они до конца года будут для нас актуальны. И это где-то с поворотом, расчетом на какую-то прежнюю ситуацию неизбежно. Что-то не закончится, а будет отстраиваться словно заново. И нам придется в этом участвовать или принимать какие-то новые правила игры, вполне вероятно. И тем не менее, неделя, давайте мы узнаем. Главное событие, первая карта. Что же у нас на неделю? Неожиданное событие для вас, стрельцы. Чему сейчас не время? Или что может помешать? А что будет помогать? Достанем карту, что скрыто. Может быть, чему-то не придаем значения, это важно. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Денежная энергия на неделю. И личная жизнь. Давайте достанем карту совет. Подытожим наш расклад, выпавшие карты, что нам подскажет. Направление, да? И будем начинать. Главное событие. Ух ты, все серьезно. Да как приятно, императрица, мои дорогие. Императрица это тоже карта власти. Но власти доброй. Это больше взаимосвязь, какие-то контакты, где-то больше миролюбие, да, транслируем дипломатию, но тем не менее власть никто не отменял, просто способы достижения своих целей, они должны быть такие общие, гармоничные, я бы сказала. У кого-то из вас вопросы вашей семьи, вашей пары, для кого-то из девушек, может быть, вопросы, связанные с беременностью, почему нет, связанные со здоровьем. Или в целом это само по себе благополучие, благосостояние, изобилие, процветание. Вот где-то в этом ключе на усиление собственных позиций, на улучшение качества своей жизни вы будете работать. Тут может любая сфера жизни проиграться, не только личная жизнь, а сфера ваших личных амбиций, что я хочу достичь, получить новую должность или начать свое собственное дело, может быть, ремесло развивать. Это тоже проигрывается, потому что плодовита очень императрица, и имеется в виду плодовитость на ваши идеи, на какие-то творческие инсайты. И как будто тут тоже это все в развитии и в рост. Ну, прекрасная карта и неделя уже как бы обещает быть достаточно продуктивной. Неожиданное событие. Признание в любви, может быть, по рыцарю кубков. Он едет медленно, но это какие-то приятные эмоции, какая-то радость, вдохновение. Правда, хорошее настроение на неделю. У кого-то может проиграться как даже знакомство с учетом императрицы или в вашей паре какое-то счастливое событие, мои дорогие. Вполне вероятно. Но что-то позитивное на этой неделе определенно стремится в вашу жизнь. Чему сейчас не время? Куда-то в дорогу, может быть, собираться, или чувствуя где-то свою сильную позицию, пытаться что-то резко так вот крутануть, переделать. Нет подвоха в этой карте. С другой стороны, это карта уверенности где-то и якоря, с одной стороны, когда мы все контролируем. Но, может быть,
за счет приятных эмоций не думать, или что-то удается ведь на этой неделе определенно. Может быть, не думать, что все, я уже тут все вопросы решил или решила, и полный у меня порядок, я все контролирую. А вот как раз-то с лунным затмением и последующими вот этими планетарными событиями тут в любой момент какая-то мелочь может добавиться в любую сферу жизни или в любой вопрос, и нам придется, может быть, как-то действовать по-другому. Или, может быть, правда, если вы планировали поездку какую-то, вы можете отменить. Или вы планировали уйти с работы, поменять, а тут вы можете притормозить. Как будто подождите, что-то нам говорят. Не время вот буквально куда-то торопиться, может быть, и вот так. Или кардинально как-то менять свою жизнь. Давайте мы посмотрим, а что же будет помогать. А тут надо с выбором каким-то определиться. Ничего не делать на эмоциях, ничего не делать на обещаниях. Может быть, двойственную ситуацию эту сохранять. Может быть, на двух работах, мои дорогие. Увы, даже как будто продолжать работать, но не на этой неделе вот этот вердикт окончательный, что я ухожу с этой работы и теперь буду работать на второй. Или я, допустим, может быть, по отношениям, да, у кого-то ведь и может проигрываться, как мы говорим, треугольники. И я вот ухожу из этих отношений, и теперь я буду с другим человеком. Здесь сложно будет определиться. Или, может быть, опять же, с учетом лунного затмения, мы пока еще каких-то деталей не видим. Ну, наверное, вообще каких-то громких заявлений не делать. Сохранять вот ту ситуацию, которая у вас есть на этой неделе. Нам будет это буквально помогать. Дела, работа, бизнес. Но у кого-то может проиграться, посмотрите, тройка мечей. И это не новая какая-то проблема или вопрос. Это то, что тянется из прошлого. У кого-то может как раз и проиграться, что вопрос этот закроется, решится. Или это какие-то наши сожаления. А карта говорит, что, я бы сказала, мы не должны какую-то ошибку повторить. Правда, с учетом в позиции, посмотрите, тройка жезлов и двойка жезлов. Одна позиция, чему сейчас не время, а другое нам что помогает. По тройке жезлов это уже, я сказала, уверенности, это уже когда мы надежно в чем-то определились. А двойка это еще есть двойка, двойственность. И может быть, если мы погорячимся или прочувствуем с учетом карты императрица, что у меня сейчас словно, ну вот все схвачено под контролем, какой-то нюанс можем не заметить. Это ведь может казаться, к примеру, документы или правда по работе. Хлопнув дверью, может захотеться уйти, какие-то эмоции свои проявить. А вот нет, тут вот мы с чем-то погорячиться определенно не должны. Есть та ситуация, которая была, повторюсь, в прошлом по тройке мечей, какая-то как с проигрышем, с минусом. И нам сейчас важнее, вот как по карте императрицы, сохранить собственные позиции, нежели собой рисковать, либо какой-то, может быть, человек, мы снова его встретим, или какой-то вопрос поднимется заново. Ведь тут у нас как раз из прошлого все и возвращается. Период-то у нас такой, коридора затмений, вопросы, те, которыми мы могли заниматься еще с начала года или в апреле, они нам о себе напоминают. Так вот, с какими-то прежними позициями мы здесь или методами тоже не решаем. Больше нейтралитет. По этой карте нас уже это не ранит, но и каких-то минусов мы себе добавить не должны. Вот будьте императрицами, неважно, кто меня смотрит, девушки или мужчины, будьте в таких дипломатичных энергиях, и тогда, ну, вы не вызовете, к примеру, какой-то зависти или желания вам поставить подножку, например, да, к примеру, или каких-то еще негативных, сложных людей или ситуаций, которые мы часто именно на эмоциях обостряем. Вот, да, вот здесь что-то такое не должно быть. Сильная у вас позиция, и ее нужно сохранять. По деньгам посмотрите еще один старший аркан. У кого-то может как раз и даже если были вопросы в суде, то они завершаются.
Не совсем нам тут про суды, но иногда все же карта 20-го старшего аркана нам говорит, что, правда, ситуация из прошлого, она уже все достигла порогового значения, и теперь через этот порог только осталось переступить. Это карта возрождения, избавления от боли, от страданий. И у кого-то финансовая ситуация решается. Может быть, предложение по работе или то, что вы хотите осуществить с переходом, может быть, на новую должность, новый вид заработка или что-то вот изменить с переменами. Ведь это по 20-му аркану сами по себе перемены. И не просто те, которые мы хотим, а это еще обстоятельства так складываются. Это как будто вас ангел-хранитель от чего-то уберегает, к чему-то ведет и избавляет от того, что уже в вашей жизни не важно. Вот помочь самому себе. С одной стороны, какую-то ошибку не повторить и где-то быть открытым миру. И по финансам, безусловно, где-то не рисковать. Все же я бы сказала так. Может быть, не решать очень важных вопросов на этой неделе, вот так вот, знаете, с точкой, если на кону стоит для вас что-то серьезное. А вот если что-то завершается как раз из прошлого, тогда, наверное, не растягивать по времени, думая, что я могу как-то изменить эту ситуацию. Нет, тут если что-то из прошлого, как будто заканчивается само, нужно провожать однозначно. Может быть и так. Может быть, знаете как, с учетом денег, может быть, по имуществу были какие-то споры, прения, и завершается. Может быть, придется пойти на уступки для того, чтобы в чем-то более крупно важном выиграть, понимаете? И такой вот момент может быть. Да, есть разочарование, хотел по-другому, но реальность такова, что как-то придется быть гибче. И правда вас тогда избавит на последующий период от повторения какой-то прежней досадной ситуации, обстоятельств или то, чем вам приходилось заниматься. Вот что-то такое может проиграться в личной жизни. Да тут посмотрите, сами по себе перемены. По карте суда я только что сказала, да, вас как обстоятельства, ангел-хранитель, такие обстановку, может быть, или ситуации вас, может быть, словно погружает или добавляет в вашу жизнь, чтобы вы смогли окончательно проститься с прошлым. Вот основная тема. Ведь с прошлым проститься как 20-й аркан, так и колесница. Она говорит, все, забудь какой-то прежний шаблон, прежний стереотип или то, что у тебя было до того. Встречай новое, оно уже практически стремится в твою жизнь, пытается войти на твой порог. Не надо, может быть, с другой стороны, если у нас на личную жизнь, если прежняя какая-то история была с минусом, не нужно переносить этот минус в новые отношения. Вот эти паттерны, стереотипы, они нам не помогут. У кого-то из вас может проиграться, потому что обстановка вас сейчас вынуждает переехать или отправиться куда-то, какой-то вопрос решить. Может быть, по документам, или, тут по-разному может быть, или обстоятельства так складываются, что вам приходится вносить те коррективы, о которых вы прежде не думали. И если раньше вы могли предполагать или были уверены, что вот я так не поступлю, а опять же обстановка складывается так, что именно таким образом и нужно поступить, который прежде вам казался недопустимым. И такое может быть тоже. У кого-то может быть банально, мои дорогие, я меняю свою машину. Вот иногда и так проигрывается карта колесницы. Но сами по себе перемены мы как будто не изменим. Давайте посмотрим карту совет. Все держать под контролем, ничем не рисковать. По королеве Пентаклей это та, которая из хаоса умеет создать порядок. Причем это карта творчества личного, это карта достатка, это карта самореализации. Вот поэтому на какой-то своей канве и в своем фарватере следует оставаться, удерживать все свои позиции, то, что вы достигли, но и не подвергать себя, безусловно, риску. И если что-то уходит, провожаем. Если где-то нужно пойти на компромисс, вот как по императрице, она готова пойти на компромисс, чтобы свой статус сохранять. И тут ведь могут быть и вопросы статуса тоже вашего проигрываться. Но тогда есть возможность, главное, мои дорогие, для себя сделать что-то в плюс. Хотя возможности
с учетом этих двух старших арканов, могут приходить совершенно не тем образом, как мы это предполагали. Давайте откроем, что скрыто. Медленный прогресс. Или это больше как совет, да, рыцарь Пентаклей едет медленно. Это самый медленный рыцарь из всех. И почему? А потому что для него мелочей не существует. Он понимает, что иногда мелочи, досадные какие-то недоразумения или то, чему мы не придали значения, они потом в корне могут изменить какое-то более важное дело. И поэтому он все подмечает, что сказали люди, какая обстановка вокруг. Он как будто все анализирует, потому что это своего рода марафонский забег. Вот у вас есть возможность словно с чистого листа свою жизнь начать. У кого-то это будет связано через работу, через ваши устремления, здоровое честолюбие, да, или то, что вы хотите создать, совершить, бизнес открыть, переехать куда-то, семью создать, ну, чего угодно бы это ни касалось. Но, конечно, чаще это заработки, у кого-то окончание учебы и переход на новую работу, новую должность, в новом качестве, вообще новые перспективы в жизни. И нам тоже говорят, это то мы отстраиваем, может быть, как, знаете, дом, кирпичик за кирпичиком, а в результате мы получим надежную какую-то цитадель. Вот приблизительно вот такая цитадель по рыцарю Пентаклей, когда у нас не только наше положение прочное, а еще и финансовый доход тоже как будто растет. Но подвоха-то нет. Но вот больше, наверное, ориентироваться не на сиюминутный какой-то эффект, мои дорогие, а именно сохранять свои позиции, потому что впереди что-то хорошее, чего-то не упустить. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.